Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы. Второй расклад. События будущего. Знаки судьбы. Что скоро случится или произойдет? Второй прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 мая. И будем милосерднее, добрее к самим себе. Жизнь не бывает полностью предсказуема. И не стоит загонять себя в угол, если то дело или то, что мы задумали, как-то пробуксовывает. Или то, что происходит вокруг нас, тоже не вписывается в наши планы. И это не означает, что мы не можем осуществить то, что мы задумали, или то, что мы хотим. Это означает лишь то, что внести некоторую коррекцию и, может быть, адаптироваться к тем событиям внешним, которые происходят в нашей жизни. Итак, рассмотрим с вами события ближайших дней и как метафору. Ведь карты Таро – это как инструмент самопознания, чтобы лучше понять, услышать самого себя или проанализировать те глубокие процессы, которые в вашей душе формируют какую-то проблему, с целью решить эту проблему, прожить ее эмоционально и снять напряжение, мои дорогие близнецы. Поэтому я искренне надеюсь, что наш расклад, вот такой диалог, мы вместе с вами размышляем, предполагаем и допускаем наличие альтернативных вариантов развития событий. Поэтому давайте первый наш вопрос мы такой зададим. Какие повороты судьбы спешат в вашу жизнь? И вот эти 4 карты, которые мы достанем на оракуле Ленорман, как повороты судьбы или знаки судьбы, та сфера жизни или какой-то вопрос, который потребует вашего внимания, или вы будете принимать важные решения. С чем-то, возможно, определяться. Итак, события ближайшего будущего, что ж там за повороты судьбы или знаки судьбы? С чем это связано? В ближайшие 10 дней. Что нам расскажут карты? Дополним наш расклад картами Таро. Что скоро случится или произойдет? В каких сферах жизни? С чем это связано? Или как какая-то подсказка? Возможно, элемент неожиданности. Вы себя настроили на что-то одно, а если мы говорим случится, это где-то то, что не совсем нами ожидаемо. Вторую карту – это как неоконченная пьеса, назовем ее так. Или те события из прошлого, которые будут продолжаться в эти 10 дней и тоже потребуют вашего внимания, может быть, и каких-то решений. Третье – приятные события, которые спешат в вашу жизнь. Или что вам помогает, мои дорогие близнецы, в чем ваша сила. По основным сферам жизни первое – это ваши достижения, работа, бизнес, у кого-то учеба или документы, например, да, какие-то согласования. Вторая карта, смотрим, энергия денег, финансы, любовь и личная жизнь. Какой же поворот судьбы или как знак судьбы, давайте узнаем. Но, мои дорогие мужчины, это вы сами. И что-то вы тут задумали. Есть какая-то тема, которую вы именно хотите либо разрешить, или, может быть, и согласовать, у каждого по-разному. У кого-то тема личной жизни. Ну, вот на своей волне вы будете в эти 10 дней, так это точно. Мои дорогие девочки, может быть, это для вас есть какой-то важный человек, любимый человек. По этой карте кто угодно, конечно, может быть. Чиновник, к примеру, или руководитель. Может быть, и отец, или какой-то добрый друг. Но вот есть роль мужчины в вашей жизни в эти 10 дней. Или какие-то контакты с подобным человеком. Может быть, вы хотите прояснить для себя, опять же, какую-то историю. И это вы уже будете понимать, что, ну да, человек тоже может где-то быть закрытый или непонятный. И тогда это вы можете решиться на какой-то откровенный разговор. Почему я сказала закрытый, непонятный? Потому что персональная карта, она говорит о конкретном человеке и понятно о его мыслях.
И, может быть, нам далеко не все транслируют, что бы нам хотелось услышать или определить. Но, тем не менее, для кого-то это все же личная история выходит на первый план. Поэтому, может быть, и поворот-то как раз судьбы связан с тем, что вы будете что-то вместе обсуждать. С таким человеком ведь у нас с вами черви. Поэтому могу предположить, личная жизнь, как и для девочек или для девушек, для женщин, но точно так же и для мужчин. С чем-то вроде как нужно определиться или разобраться. Какой же еще может быть поворот судьбы? Вот интересно, да? Сложно сказать. И в этом оракуле змея, конечно, символ мудрости. Но это еще и тот символ, когда, ну, вы можете кому-то не доверять. И здесь, как мужчины могут не доверять, может быть, хотя я допускаю, что и для мужчин, может быть, есть какой-то компаньон, или есть какое-то сотрудничество совместное, да, или это ваш руководитель, или есть конкретный человек, именно мужчина тоже, и у вас какие-то согласования, может быть, и обещания этого человека, почему нет? То нам ведь не рассказывают, о какой сфере жизни вообще идет речь. Мы так отдаленно можем предположить, что для большинства, к примеру, это все-таки какая-то личная история. И если у нас трефы обозначают вторую карту змея, но это как по судьбе. Трефы – это символ крест, да? И у нас змея показана, это может быть, как, знаете, своего рода экзамен на прочность, и на мудрость, и на выдержку, и, может быть, отчасти и на мужество. Может быть, это вам приходится взаимодействовать с людьми достаточно разными. Где-то вы интуитивно можете считывать «я не верю». Вот не верить можно, конечно, разному. И где-то личной жизни могут быть сомнения, мы все разные, да, будем говорить прямо. И напрямую может проиграться для девушек, для женщин. Есть лицо мужского пола, и вы ему не совсем верите. Почему? Потому что, видимо, уже какой-то его величество грустный опыт был. Хотя, если мы добавим еще значение, эта карта может говорить и о страсти, свидетельствовать о том, что есть какая-то заинтересованность в человеке, но все равно. Пока, если даже страсть выходит на первый план, но тогда мудрые мысли могут молчать. Поэтому так или иначе мы можем все свести к мудрости. Тут и не просчитаться нельзя. Тут и нельзя дать себя облапошить. Тоже нельзя. Тут и нельзя как бы поторопиться с чем-то. Хотя, может быть, вот это важное решение потребует и мужества. Давайте мы с вами вот прямо на картах оракула, какую сферу жизни или какие вопросы может означать вот эта змея. По змее это тот, который нам может транслировать одно. Все же нам больше карты акцентируют внимание на личной жизни. Может быть, это с вами не согласны. Вот, кстати, тут ведь и такая у кого-то история проигрывается, когда вы хотите быть вместе с конкретным человеком, а дома против. И, может быть, это родственники. И неважно, какой у вас возраст. Родственники разные бывают. У кого-то это взрослые дети могут быть, да. А для кого-то это могут быть родители. Или для кого-то из вас это чиновник, правда. Или какие-то обещания, может быть, по части работы, жилья. Вот что-то есть такое, да. И вы хотите сейчас как раз дома что-то улучшить. Но обещания-то даны кем-то, но, может быть, не исполнены. Хотя для кого-то из вас это просто вы улучшаете жилищные условия или делаете свое жилье более комфортным. Вы знаете, тут, конечно, по-разному может проиграться, у кого-то все банально, потому что две карты черви, и как и мужчина, и дом, и я надеюсь, для большинства именно так и проиграется. Любовь, эмпатия, и где-то и страсть, и дом, когда вы и жильем занимаетесь как светь гнездышко, да, будем говорить, одинаково для девушек и для мужчин. Но и тогда змея будет говорить о физическом влечении. Ну, давайте посмотрим дальше, что там за повороты судьбы. Я думаю, что здесь каждый увидел себя и как-то переложил на метафору карт свою ситуацию. Так вот, какие могут быть еще повороты судьбы или знаки судьбы? Но вот пока... Опять же, аркан Луна, и опять же черви. И со знаком плюс это проигрывается как эмпатия,
как нежность, ласка, внимание любимого человека, когда хочется и вам дарить тепло, радость любимому человеку, и он вам, как взаимный энергообмен, отвечает вот этой и взаимностью, и любовью, и вниманием к вам. Может быть и так, но для кого-то из вас будет проигрываться аркан Луна. Это опять же выбор. Это какой-то выбор, который очень сложно сделать, потому что, ну, словно сумерки. Не могу с чем-то разобраться. И тогда это где-то вторит аркану змея, что есть ситуация выбора, но как поступить, пока непонятно. И я могу допустить, что есть и какие-то, может быть, не буквально как родственники, да, как противодействующая сила. Мы ведь доставали этот аркан именно потому, что мы хотели прояснить карту змея. Но у кого-то могут быть какие-то имущественные вопросы, жилищные вопросы. И тоже какая-то пока неопределенность по ним. И тогда аркан Луна нам говорит, ты немножко переложи свою ситуацию на более далекий период. Посмотри или, ну, где-то прочувствуй то, что ты сейчас хочешь осуществить. Будет ли тебя иметь это значение через год, а через полгода. Не случайно нам как будто на дистанцию, далекое видится на расстоянии. Может быть, это у кого-то вопросы и личной жизни, когда вы на расстоянии со своим любимым человеком. И тогда вот, кстати, все эти карты будут говорить о том, что это вы скучаете. Это вы скучаете, вы хотите быть вместе, вы хотите как раз вот этой любви, не только платонической. Мечты они есть, но хочется дарить любовь. Хочется дарить нежность и ласку. А для тех, кто один или одна, вы тоже можете задуматься, а надоело мне это одиночество. По крайней мере, вот такие мысли, знаете, как накатило, на вас всерьез могут нахлынуть и заставить вас задуматься, а так ли уж вам нужен вот этот сольный вариант. Но тогда Луна пока еще что-то непонятно. Но попутно скажу всегда, когда Луна выпадает, избегайте толпы, мои дорогие. Здесь где-то будьте действительно сами у себя на уме, потому что будь то вы внешне где-то на улице находитесь и случайно, может быть, оказываетесь в толпе, вот это выражение «меня несет толпа», вам тут надо наоборот с чем-то разобраться, все контролировать. В толпе мы себя не контролируем, поэтому вам в другую сторону. Но и если это вопросы какие-то, знаете, коллективных разборок, вот я такое могу тоже допустить. Потому что, ну, даже, к примеру, на работе есть такие коалиции. Одни за, другие против. И вам ни к одной коалиции, ни к другой лучше не примыкать. Держать нейтралитет. Вот, наверное, какая-то золотая середина, и вы сами можете ее обдумывать. Но давайте еще повороты судьбы. Карта лиса. Тут, знаете, вот эта лиса, она, кстати, не та лиса, которая в остальных колодах карт Ленорман. У нас с вами оракул. И обратите внимание, лиса. Мудрая лиса, кстати. И то, что дорого, нам предлагает эта карта сохранять. Не случайно она обвела хвостиком маленького лисенка, прикрыла его своим телом, и она его в обиду не даст. Вот и вы какой-то можете проходить такой судьбоносный этап, когда нужно делать выбор. Выбор сделать сложно. Может быть, выбор между чувствами и физиологией. Я такое могу допустить. Может быть, вот эта змея может еще и говорить о том, что есть какие-то контакты с вашим с человеком конкретным, но вот этот человек вам что-то пообещал, но вы где-то не верите, и вы себя должны сохранять. По этим картам мы можем вообще где-то абстрагироваться, но мы можем точно так же, поскольку карта Луна, мы сказали, ведь сумерки. И карта говорит, выглянет солнце, все станет по местам. Но я также не исключаю, мои дорогие близнецы, что вы начнете какой-то глубокомысленный анализ, и мы можем прийти потом к такому выводу, что мы наоборот словно закроемся от общества, от людей, потому что и мы никому не верим, ну и для нас словно серпентарий вокруг, вот буквально так, вот что-то подобное. Поэтому, конечно, быть хитрее вам нужно, потому что аркан лиса вот в этом оракуле однозначно говорит, и все то, что я перечислила. Но, видимо, то, что вы хотите осуществить, может быть, с каких-то очень аккуратных позиций начать и оставлять за собой
запасной аэродром, возможность отступить полшага назад и, может быть, выйти из какой-то темы, из какого-то дела, или возможность саму по себе что-либо переиграть, если что-то идет не так. Не все однозначно в эти 10 дней. Хотя вам-то как раз больше хочется ясности. Но сказать, что наступает эта ясность, по крайней мере, я не могу. Ну, даже не зная карт, в принципе, это видно, правда? Вот давайте с вами узнаем, что же скоро случится или произойдет. Вы знаете, тут какая-то денежная, наверное, история все-таки имеет место быть. Это карта финансового успеха, либо это вы хотите заработать деньги, либо вы их уже заработали и получаете деньги в этот период, или ожидаете таковых, и, может быть, что-то хотите уже потратить, или какую-то стратегию, тактику по финансам изменить. С одной стороны, это карта, когда нам высшие силы помогают. Это такой адекватный, взаимный энергообмен. И пусть это нам пентакли, но это все же энергообмен. Поэтому, когда один человек помогает другому, или когда мы можем взаимодействовать с нашими партнерами где-то, и здесь, знаете, тоже так вот, равновесие, 50 на 50, ты мне, я тебе. Может быть, это вот какая-то есть история, которая даже в личной жизни. Иногда вообще это добрая карта, помимо того, что это значение финансового успеха, но она может также еще означать помощь близким. Может быть, и вы кому-то помогаете, такое тоже могу допустить. Но, может быть, и вам кто-то помогает. Но так или иначе, карта нас призывает быть внимательнее к финансам. И говорит, помни, рука дающего сегодня станет завтра рукой просящего. Поэтому в долг мы денег не даем. Могут к вам, кстати, с учетом как и лиса, так и змея. Ну, условно, какая-то персона. Пытаться подъехать на стриженной козе, скажем так, в шутку, конечно, и попросить одолжить деньги. Может быть, со стороны, глядя на вас, мои дорогие близнецы, людям кажется, что у вас сейчас все прекрасно с финансами. Может быть, думают, что у вас все великолепно, и дай бог, чтобы оно так было. Но по этой карте нам говорят, дашь деньги, либо не вернут, либо ты их увидишь не скоро. По этой карте очень хорошо, когда мы как раз, если есть у вас какая-то сложная проблема именно по финансам, мои дорогие близнецы, вы ее решите. В вашем окружении есть тот человек, который вам буквально придет на помощь финансово. Или какой-то дельный совет даст. Может быть, это документы, например, да, заключение каких-то контрактов, как правильно оформить. Вот тут тоже будет важно. Но где-то так не ошибиться. Будьте внимательны, мои дорогие близнецы. Неоконченная пьеса. С чем это будет связано? А вот вам, в чем вы профессионал, условно нужно вывести на новый уровень. И здесь нам опять же продолжают финансовую тему. Значит, рассмотреть новые формы сотрудничества. Или пойти на курсы у кого-то и так. Это когда мы сдаем жизненный экзамен. И здесь буквально у кого-то сертификат вы получаете, проходите, завершаете, может быть, тот этап зачетов, экзаменов, и вот-вот уже близится время получения документа, и тогда карта говорит, ты перейдешь уже как профессионал на новый уровень. Но для кого-то это будет новое ремесло или какой-то новый интерес, когда вы тоже можете проходить курсы или сам обучаться чему-то. Но тогда это все делает вас более ресурсным на рынке труда. Поэтому какая-то рабочая тема, денежная тема, она в центре внимания. И иногда эта карта еще и говорит, что жизненный экзамен, пусть тут пентакли, но может быть сразу и вопросы личной жизни, взаимодействие с родственниками, одновременно и еще и вопросы недвижимости, словно переплетаются в один клубок, и вам нужно его как-то распутать или принять какое-то Соломоново решение для кого-то. Причем такое, когда и овцы целы, и волки сыты, и когда и еще и для вас на будущее откроются какие-то бонусы. Мы все разные. Давайте мы посмотрим, в чем же вы сильны, в чем ваша сильная позиция. Я должна сказать, что вам тут буквально фортуна помогает. Не теряй времени даром, потому что всегда это колесо, это цикл. И мы знаем, что сначала наверх это колесо пойдет, а потом наступит тот пункт после какого-то периода, как на вершине, да, неизбежно последует спад. И поэтому будь готов к тому, что
ты до этого спада должен что-то успеть. Поэтому эта карта еще отчасти и скорости. Но это мы ведь спросили, что вам буквально помогает или приятные события. Тут фортуна на вашей стороне, близнецы, но и нельзя замечтаться. И для кого-то и по деньгам, а для кого-то это может быть решение, может быть о купле-продаже дома или какие-то важные согласования, может быть и по документам, когда вы себя как раз и можете защитить и какой-то спорный вопрос решить. Вот я вижу так. Давайте откроем карту «Сфера ваших достижений», карта «Жрица». Но, надо сказать, молчание вам буквально помогает. Слушайте свою интуицию. Чем меньше о вас знают, тем вы спокойнее спите. По жрице это всегда есть еще и та ситуация, когда с вами, правда, могут хитрить. И жрицу отличает как раз умение находить правильные ответы или просчитать какую-то ситуацию. Но, безусловно, в этом просчете ей помогает интеллект и интуиция. Но даже если она видит абсолютно точно, что кому-то не следует доверять или какой-то процесс, лучше в нем не участвовать, она красиво выходит из этого дела или процесса, никому ничего не объясняя, но вот так вот, наверное, элегантно. Почему? Потому что всегда нам жрица между двух колонн изображена. Одна светлая, иными словами, прообраз того, что нам пытаются транслировать, и у вас аркан змея. Могут люди говорить одно, думать другое, а другая колонна как раз темная. Это как основа, прооснова сложившихся обстоятельств или конкретно какой-то проблемы. И оттолкнуться нужно именно от того, что возле темной колоды находится. Поэтому вот вы можете соединять здесь, с одной стороны, и возвышенное, и земное. То, что вы хотите осуществить, и ту реальность, в которой вы находитесь. Плюс кто-то из вас может быть, я такое допускаю, в некоторой зависимости от конкретных людей. И неважно, кто эти люди. Либо это у вас по работе, либо это ваши близкие. Но есть какая-то тема, которую вы должны мудро решить. Ведь это карта независимости. И причем той независимости, опять же, когда мы можем полшага назад отступить и словно, ну вот так, оказаться в тени. Красиво как-то выйти из какого-то дела, вопроса, не говоря ни «да», ни «нет». Может быть, и вы как раз направляете свои действия, чтобы иметь вот этот момент маневра или вот этот запасной аэродром, потому что сейчас ваша какая-то концепция вам еще пока не ясна. Хотя для кого-то из вас может быть и та ситуация с конкретным человеком по личной жизни, когда, я такое допускаю, когда у вас есть с кем-то контакты и, может быть, даже уже какие-то разговоры, вы строите планы, но вы пока считаете правильным никому не афишировать вашу связь. И тогда эта карта будет проигрываться так, что, но все равно наступит тот момент, тебе придется как-то это озвучить. Давайте я достану хотя бы приблизительно. Пусть нам карты просто дадут совет, да, чтобы понимать. Старший аркан можно все энергии перечислять до бесконечности. Но пусть карты конкретизируют, с чем это может быть у вас связано, с какой ситуацией. Ну или какую-то подсказку нам дадут еще. Ну, правда, какой-то выбор. И паж жезлов – это новое направление, новый путь. Элемент обновления еще и в вашей жизни. Это новый интерес. Это новая задумка и по работе, потому что жезлы, дела, работа, бизнес или деньги. Но дела тут могут быть и опять же документы. Близнецы хотят поступить по-своему. Но это по-своему и еще пока непонятно для вас, может быть, в эти 10 дней, на какую тропу это по-своему уложить, в каком направлении двигаться. И вы можете, ну, вот так вот остановиться. Может быть, для вас это даже где-то и будет правильно. Не торопиться с чем-то. Давайте совет. Король кубков. Ну вот правда, какая-то личная история. И личная история, которая может переплетаться одновременно и с документами, и с домочадцами, и, может быть, конкретно еще и с финансами, как недвижимость или
имущество, ну, самая разная палитра. Или, может быть, договоры, заключение каких-то контрактов, может быть, брачных контрактов, перезаключение. Вот что-то такое. И нам тогда будет говорить карта, давать совет. Король кубков, смотрите, он единственный персонаж во всей колоде Таро, который умеет правильно переключаться между двумя энергиями. Это наши чувства, эмоции и второе – материализм. Почему практически на всех картах Таро он изображен на каком-то пьедестале. Или пусть это какой-то островок Земли. То есть это материальное что-то. И это где-то прообраз материализма или денег, практичность. Так вот, в решении материальных вопросов не добавляй чувств. Иначе ты запутаешь сам себя и какое-то дело. И наоборот, в сфере любви не будь вот таким, ну, сухим прагматиком. Наоборот, позволь себе чувства. Тогда это будет наиболее полно раскрыто и доставит тебе радость. Но эта карта еще раз подтверждает, что на самом деле есть вопросы, которые касаются чувств, а есть вопросы, которые касаются практики. Что же нам на деньги скажут туз жезлов? И, возможно, какое-то решение все-таки по части финансов вам придется принимать. Но оно может несколько зависеть либо от информации, которую вы получите, или вы узнаете о каком-то факте, и он вас, ну, подтолкнет вот к этим самым решениям. И здесь по этой карте это вот то решение, за которым должны последовать действия. И мне хочется тоже добавить еще карту. Вообще это очень хороший знак, я должна сказать, на деньги. Когда мы понимаем, что да, может быть, деньги конкретно вы получите. Или вы поймете, как ноу-хау, чем следует заниматься. Или каким образом решать какой-то вопрос. Или подписывать документ, может быть, да? Ну, правда, деньги есть, деньги будут, мои дорогие близнецы. Вы сумеете решить какой-то финансовый вопрос. Более того, вы для себя еще можете, как вторичный доход, это карта самодостаточного человека. Может быть, вы теперь и знаете, как вам действовать правильно. И если туз жезлов, знаете, как какая-то возможность, может быть, это и есть какая-то фортуна, но просто у кого-то это будет связано с новостью, с информацией, вот с этой самой возможностью, а для кого-то это будет как внутренний инсайт, как вот я теперь знаю, это ноу-хау или как решить тот или иной вопрос, или каким образом теперь я могу зарабатывать деньги и увеличивать свой доход. Или пусть это будет даже вторичный доход. Но тут на финансы как раз, тут время очень важных решений и определений. Личная жизнь, паж кубков. У кого-то это могут быть контакты с человеком, который моложе вас. Это могут быть и ваши дети, даже подросшие дети. Для тех, кто человек семейный, человек в паре. Но это карта хорошего настроения и правда, и вдохновения, когда нам нравится что-то, нравится чем-то заниматься. Когда, в принципе, мы можем испытывать, ну, такую, знаете, легкость в отношениях, и когда нам хочется узнавать мир, когда нам хочется этих самых контактов побольше, когда мы, ну вот, наверное, где-то как дети, верим в будущее, в светлое будущее, когда больше добрых эмоций в нас самих, но и жизненных сил, жизненной активности тоже. Вас действительно будет что-то и вдохновлять, и радовать. И даже для тех, кто сейчас один или одна, и правда, может быть, вы эти 10 дней всерьез задуматься, а так ли уж нужно вам продолжать это одиночество. Но для тех, кто в паре, эти 10 дней подарит какие-то добрые эмоции. Или даже если у вас сейчас, я такое допускаю, все же мы разные, мои дорогие, если, ну, не сложилась у вас какая-то прежняя история, вы можете помириться. Или даже если, допустим, вы человек семейный, ну, с кем не бывает. Семейная жизнь – это в первую очередь труд ежедневный. Ну, вы можете помириться, договориться. Или в каких-то более таких лояльных, хороших, добрых энергиях проговорить некоторые важные вопросы. Поэтому карта нам обещает хорошее настроение на всю декаду. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.